Всех приветствую, миледи и месье. Сегодня я вам расскажу и покажу, как я шил жилетку 1760 года. Поделюсь своим опытом. В этом видео я немного накосячил со звуком, потому что посчитал, что закрыть микрофон Жабо – это неплохая идея на этапе записи. А то, что звук стал приглушенным, я понял только на этапе монтажа. Когда я только сшил эту жилетку, она довольно быстро продалась, поэтому ее в видео не будет. Но я сшил костюм. Жилетку и бриджи в едином стиле, которые можно приобрести в моем магазине на Озон, либо через меня. Через меня вы получите дополнительную скидку. Ссылки будут в первом комментарии. Я поздравляю тех, кто ждал видео о шитье. Вам пришлось ждать целый год. С тех пор прошло довольно много времени, но я набрался опыта в шитье. И думаю, таких видео в будущем будет больше. За основу я взял выкройку Жестюкора 1760 года. А где я взял эту выкройку? Рекомендую эту книгу The Cut of Men's Clothes. Покрой мужской одежды 1600 по 1900 год. Книга охватывает довольно большой период, и также в ней вы можете найти выкройки, чтобы в самый ответственный и важный момент не получилось так, что одна сторона длиннее другой. Я выкроил и нашил черный хлопок. Это придало дополнительной прочности, тепла, и материал попросту не вытянулся. Получилась у нас довольно хорошая основа. Следующее мы будем делать такие вот карманы. Естественно, функциональные. Туда можно было положить телефон, карты или наличку. На самом деле они довольно просто делаются. Чтобы собрать один карман, нужно всего лишь 3 прямоугольника и один готовый клапан, который я тоже прошил дополнительным слоем хлопка. Потому что ткань тянется, и эти все детали могут легко у вас вытянуться. Пока что делаем это все без украшений, потому что нам важно все правильно собрать. Отмечаем место, где будет наш будущий карман. И проклеиваем это место флизелином. Сшив детали вместе, я начал собирать карманы. Делаем разрез и заталкиваем все вовнутрь. Вы уже сами увидите, как все нужно сделать. Чтобы карман лег идеально, мы еще делаем угловые разрезы. Прошиваем бока, пропариваем низ и о-ля-ля. Наш чудесный карман готов. Осталось пришить только пуговицы. За кадром я поставил подклад и все сшил. Спинку в те года делали из хлопка или льна, для экономии. Все равно спину при полном комплекте не видно. Также сделал петли, чтобы можно было подогнать жилетку по фигуре. Важное уточнение: швы в те года были смещены назад. Это делается для того, чтобы швов при полном костюме не было видно вообще. А почему сейчас так не шьют? Все довольно просто. Это сделано для экономии. Также нужно тратиться на закройщика или закройщицу, которая тебе сделает все правильно. Проще сделать перед и спинку примерно одинаковыми. А в данном случае, как корпорации сейчас пытаются ввести в моду мешки, которые вообще безразмерные, тебе не нужен никакой ни закройщик, ничего, и все довольно легко шьется. Как говорится, одевайся не по моде, а по зову сердца. На этом все. Спасибо за просмотр, миледи и месье. Обязательно подписывайся на мой YouTube канал. Также обязательно подписывайтесь на мой Telegram канал. Там я выкладываю всякие новости, истории. Также там я публикую свои планы на будущие ролики. Ставьте лайки и не забывайте, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новое видео. Пока!
Кстати, я тут долго думал над картиной большой. Я даже спрашивал в своем телеграм-канале. Тоже можно сюда поставить и скидывал туда варианты всякие. В итоге сегодня мне пришла идея сделать вот такую картину. Коллаж такой. Здесь есть выкройки, здесь есть одна из моих любимых картин. Примеры костюма. Также сорочка, бриджи моего производства. Но, наверное, в видео это все не очень хорошо видно, потому что нужна обводка пожирнее. Я ее еще доработаю, и будет вообще чудесно, я считаю.